Чарльз Спurgeon. 12 проповедей о Святом Духе. Глава 7. Ветер и огонь Пятидесятницы. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и поучили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Из книги Деяния, 2 глава, 2-4 стих. Сошествие Святого Духа в прошлом может много рассказать нам о том, как Он действует в наше время. Святой Дух остался и по сей день, тем же, кем был в начале, ибо Он вечно неизменный Бог. Что Он делал раньше, Он способен делать и сегодня. Его сила не уменьшилась, как говорит пророк Михей. Он, называющийся домом Иакова, разве умолился Дух Господень? Мы нанесем великое оскорбление Святому Духу, если предположим, что в наши дни Он не так силен, как прежде. Хотя мы не можем, да и не должны ожидать сегодня чудес, сопровождающих сошествие Святого Духа, тем не менее мы можем и должны ожидать повторения того, что символически было отражено. Если в момент зарождения Евангельской Церкви люди видели чудеса и знамения Святого Духа, то разве не должны мы ожидать такого и даже большего явления Его силы по мере развития и роста Его Церкви? Закон отошел в прошлое, но Евангелие пробудет вовек. Чем ближе день тысячелетнего царства, тем ярче оно сияет. Поэтому я считаю, что вплоть до второго пришествия Христа мы можем ожидать повторения всего, совершенного Святым Духом, в тот день, за исключением видимых чудес. Не забывайте, что Пятидесятница была праздником первых плодов. В это время Богу приносили первые снопы зрелой пшеницы. Если в самом начале евангельской жатвы мы так ясно увидели проявление силы Святого Духа, то разве нет у нас полного права надеяться увидеть бесконечно больше по мере того, как жатва увеличивается, и все больше колосьев связывается в снопы? Если первый день жатвы был так прекрасен, то как велика должна быть сама жатва? Сегодня я не намерен рассуждать об истории сошествия Святого Духа. Я хочу показать, какое значение это событие имеет для нас, призванным в последние дни свидетельствовать об истине. Отец послал нам Утешителя, чтобы Он обитал в нас до возвращения Господа. Святой Дух никогда не оставлял Церковь, ибо по молитве нашего Спасителя Он пришел обитать с нами вечно. Дар Святого Духа не был временным, и явление Его силы не было однократным. Святой Дух здесь, и мы должны почитать Его, божественную деятельность среди нас. Если Он перестает действовать, мы должны исследовать себя, чтобы увидеть, что мешает Ему, что оскорбляет Его в нас, заставляя удерживать свою божественную силу. Да даст Бог, чтобы наши рассуждения сегодня утром помогли нам укрепиться в вере в Святого Духа и обновиться в любви к Нему, чтобы мы могли увидеть, как Он, словно в первые дни, совершает свою миссию среди людей. Во-первых, я хочу обратить ваше внимание на символы, которые были даны нам Святым Духом в день Пятидесятницы для наставления. Их было два: шум как бы несущегося сильного ветра и огненные языки. Рассмотрим эти символы по отдельности. Ветер – символ Бога, а значит и Святого Духа. В Ветхом Завете Бог часто открывал себе по видам дыхания или ветра. Как многие из вас знают, в древнееврейском языке эти два понятия обозначались одним словом. То же самое относится и к греческому языку. Поэтому переводчикам не так-то просто догадаться, когда Христос в беседе с Никодимом имел в виду ветер, а когда дух. Некоторые переводчики на протяжении всего отрывка употребляют слово «ветер», в то время как другие, имея на это не менее веские причины, «дух». Греческое слово могло означать и то, и другое, и даже оба эти понятия одновременно. Из всех материальных объектов ветер самый духовный на вид. Он невидим, неуловим, таинственен,
поэтому люди считали, что он является наилучшим образом духа. В известном видении Иезекииля поля сухими костями, о Духе Божьем говорится, как о ветре, который пришел по слову пророка, оживил истлевшие останки, превратив их в людей. Буря шествия Господа. Так он являет себя на деле. Господь отвечал Иову из бури. Так он являет себя людям, когда наставляет их. Обратите внимание, что в день Пятидесятницы сошествие Духа сопровождалось звуком, шумом как бы несущегося сильного ветра. Хотя Святой Дух, спасая людей, может действовать тихо, тем не менее, он нередко использует звук. Я буду последним, кто станет критиковать собрания, на которых нет ничего, кроме святой тишины. Ибо я желаю, чтобы у нас появилось больше уважения к молчанию. В тишине развивается внутренняя жизнь. Но Святой Дух использует не только молчание для распространения Царства Божьего. Ибо вера от слышания. Мы слышим шум, как бы несущегося сильного ветра, когда слово, провозглашающее Евангелие, звучит во всех народах. И в тот день послышался шум, вне всяких сомнений, для того, чтобы привлечь внимание собравшихся к тому, что должно было произойти, к тому, что должно было пробудить их и наполнить святым ужасом. Есть что-то неописуемо, тождественное в шуме поднимающейся бури, когда душа склоняется перед возвышенной тайной божественного могущества. Что лучше могло возвестить о начале вмешательства Бога в обычное течение жизни людей, чем мощный звук, как бы несущего сильного ветра. Вызывающий благоговейный ужас, звук сильного ветра был знаком того, что ветер сошел с небес. Обычные ветры дуют под небом, но этот нисходил с самого неба. Это говорит о том, что истинный Дух, Дух Божий, не исходит с той или иной кафедры. Им нельзя управлять, он не подчиняется человеческой власти. Он направляется свыше, с самим Богом. Святой Дух – это дыхание Бога, сила Святого Духа. Это сила, исходящая прямо от Бога. Итак, таинственный ветер наполнил горницы, в которой находились ученики. Обычно сильно несущийся ветер был бы ощутим и за пределами комнаты, и, возможно, даже разрушил бы весь дом, и те, кто в нем находился, могли пострадать. Но этот порыв небесного ветра, наполнив и не разрушив дом, благословил находившихся в нем, не причинив им вреда. Этот символ указывает на то, что Святой Дух дает верующему духовную жизнь так же, как воздух дает обычную жизнь всем людям. Святой Дух оживотворяет нас в самом начале, затем Он поддерживает нашу духовную жизнь, питает нашего внутреннего человека, помогает ему расти и достигать совершенства. Дыхание ноздрей человека Божьего – Святой Дух. Святое дыхание дано было верующим не только для того, чтобы пробудить их к жизни, но чтобы наполнить их в избытке жизненной силой. Огромными глотками они пили небесную жизнь, ощущая, как энергия, сила и огонь распространяются по их душам. Святое вдохновение посетило их, ибо они были исполнены Святым Духом. Припоясавшись силой, они вступили в новую, более возвышенную жизнь, которая была неведома им раньше. Без сомнений, этот ветер был также необходим, чтобы указать на всепреодолевающую силу Святого Духа. Каким бы легким и нежным ни казался нам воздух, но если привести его в движение, то можно ощутить нечто живое рядом с собой. И если движение воздуха ускорится, то кто скажет, на что способен разбуженный великан? Ветер становится бурей, штормом, ураганом, торнадо, циклоном. Мало что может сравниться с силой по-настоящему разбуженного ветра. И хотя Святой Дух находится в презрении у людей, которые даже не верят в его существование, стоит ему взяться за дело со всей силой, и вы увидите, на что он способен. Он приходит тихо, его дыхание похоже на приятный легкий ветер, который осторожно качает головки цветов, не мешая даже самым маленьким насекомым заниматься привычным им делом. И это дыхание успокаивает наше сердце. Он приходит как усиливающийся бриз, и мы ощущаем прилив сил и рвения, поднимаем паруса и летим, обгоняя бурю. Он может прийти с еще более великой силой, и тогда мы падаем ниц, слыша громовые раскаты, когда он своей могущественной властью нарушает ложный покой человека и разрушает убежище лжи.
Как быстро рушится уверенность в завтрашнем дне плотского человека, хотя еще вчера она была подобна скале. Обличая во грехе, Святой Дух с корнем вырывает надежду человека, хотя она выглядит как непоколебимый 300-летний дуб. Кто может выстоять перед ним? О, если бы эти в последние дни мы увидели сильный несущийся ветер, сокрушающий ливанские кедры, сметающий на своем пути все, что противостоит ему. Вторым видимым законом сошествия Духа был огонь. Огонь также является символом божества. Авраам видел пламя огня, а Моисею явился горящий куст. Когда Соломон закончил строительство прекрасного святого храма, то символом посвящения его Богу был огонь, сошедший на закланную жертву. А когда еще не было храма, Господь обитал в скинии, являл себя в столпе облачном днем и в столпе огненном ночью. Бог наш есть огонь поедающий. Итак, огонь является символом Бога Святого Духа. Поклонимся Ему в почтении. Языки пламени, почившие на головах каждого верующего, символизировали тот факт, что Святой Дух посетил ум и сердце каждого в отдельности. Огонь сошел на них не для того, чтобы пожрать, ведь никто из них не пострадал. Люди, которых Господь приготовил к своему визиту, могут не бояться Его. Они видят Бога лицом к лицу и остаются живы. Они ощущают жар божественного огня, но им ничто не угрожает. Это великое счастье, которым обладают те, кто был приготовлен и очищен для близкого общения с Богом. Этот символ также показывает, что Святой Дух просветил людей, ибо огонь дает свет. Дух истины наставит вас на всякую истину. На них пребывал Дух света. Поэтому отныне они перестали быть несмышленными детьми, а превратились в учителей Израиля, наставников язычников, которых им предстояло привести ко Христу. Но огонь не только дает свет, он воспламеняет. Языки пламени говорили о том, что апостолы должны были гореть любовью, пылать рвением и самоотречением, о том, что к людям они должны были обращаться не на холодном языке сухой логики, а со словами страстных призывов, убеждая их прийти ко Христу, чтобы иметь жизнь. Огонь означал вдохновение. Вот-вот они должны были начать свою проповедь под воздействием Святого Духа. А благословенный символ. Да даст Бог каждому из нас понять его смысл до конца. Да почтит огненный язык на каждом служителе Божьем. Пусть огонь внутри нас все больше разгорается, уничтожая грех, превращая нас в жертву всесожжения, угодную Богу. Пусть в нас никогда не погаснет огонь стремления усердно служить Богу, огонь почитает креста. Обратите внимание на то, что в качестве символа был дан не просто огонь, а огненные языки, ибо Бог создавал в тот момент церковь, способную говорить. Бог создал не такую церковь, которая способна взять в руки меч. Это оружие не имеет к нам никакого отношения. А церковь, у которой меч исходит из уст. Церковь, у которой единственным оружием является провозглашение Евангелия Иисуса Христа. Я знаком со многими проповедниками и должен сказать, на многих из них в день Пятидесятницы сходят не огненные языки, а языки в виде цветов. Но Пятидесятница апостолов – это огонь, а не цветы. Какие изысканные проповеди мы слышим сегодня, какая новизна мысли, какой поэтический язык. Это совершенно не в силе Святого Духа. Мягко и спокойно текут сладкие речи о достоинстве человека, о достижениях нравственного прогресса в нашем столетии. Ужас наказания за грехи затушевывается, провозглашается спасение падших ангелов, включая сатану. Эти сатанинские проповеди полны змеиного коварства, они обманчивы, как вкрадчивые слова, соблазнившие Еву. Эти обвинения Спержем предъявляют либеральному богословию. Святой Дух призывает нас проповедовать по-другому. Вы можете вложить в свои слова только эмоции, напряжение, страсти, сколько захотите. Но не думайте, что вы добьетесь успеха при помощи правильно построенных предложений и сложных слов. Все это скорее пригодится тем, кто вводит людей в заблуждение, чем тем, кто хочет передать людям послание от Всевышнего. Стиль Святого Духа характерен тем, что он втолковывает людям истину самым понятным и неотразимым способом. Его слова просты, но пламенны, немыслимы, но проникновенны.
Святой Дух не написал ни одного холодного или блеклого предложения во всей Библии, и никогда Он не обращался к людям с безжизненными словами. Он благословлял и будет благословлять пламенные речи. Итак, перед нами два символа. Святой Дух приходит как ветер, который переносит произносимые нами слова, и как огонь, который расчищает дорогу провозглашаемой нами истине. Наши слова наполнены жизненной силой и огнем. Они летят на крыльях Святого Духа, попадая в людей подобно огненным стрелам и зажигая в них желание приблизиться к Богу. Если Святой Дух сойдет на любого из нас для того, чтобы сделать способным к служению, то мы не только сами наполнимся жизнью, но можем и другим передавать жизненные силы. Сойдите на нас прямо сейчас, о сильный несущийся ветер и огненные языки, ибо мир нуждается в этом. Мир гниет от греховной болезни и нуждается в исцелении ветра. Мир погружен во мрак ночи, ему нужен яркий факел истины. Человек не имеет ни здоровья, ни света без тебя. О благословенный Дух, сойди на этот мир через твоих слуг. А теперь соедините эти два символа, представьте ветер и огонь вместе. До сих пор я говорил о них как об отдельных явлениях. И вы видели силу и одного, и другого. Но каковы они вместе? Несущийся сильный ветер сам по себе ужасен. Кто противостанет ему? Прекрасные суда налетают на скалы, гонимые ветром. Гордые лесные великаны склоняют смиренно свои головы под напором ветра. А чего стоит один только огонь? Кто противостанет ему, когда он пожирает свою добычу? Но пусть теперь ветер и огонь объединят свои усилия. Вспомните пожар в Старом Лондоне. Когда загорелись первые дома, пламя было совершенно невозможно потушить, потому что ветер раздувал огонь, и никто не мог выстоять перед быстро несущимся потоком огня. О Боже, пошли нам Святого Духа именно так. Пошли нам и дыхание духовной жизни, и огонь неугасимого рвения, пока народ за народом не подчинятся Господу Христу. О Ты, являющийся нашим Богом, ответь нам огнем, мы молим Тебя. Пошли нам в ответ и ветер, и огонь, тогда мы увидим, что Ты истинно Бог. Царство Твое еще не пришло, и дело стоит. О, да будет Тебе угодно послать ветер и огонь. Ты совершишь это, когда мы будем единодушны, когда мы все будем верить и ждать, когда мы все будем подготовлены молитвой. Господь сделает так, чтобы мы осознанно ждали Твоего сошествия. Во-вторых, братья мои, давайте вместе задумаемся над непосредственными результатами сошествия Святого Духа. Ибо эти символы были даны не напрасно. Были два непосредственных результата. Во-первых, было наполнение. Во-вторых, был дан дар прорицания. Я обращаю ваше особое внимание на первый результат. И наполнил весь дом, где они находились. Но я веду речь не столько о наполнении дома, сколько о наполнении людей. И исполнились все Духа Святого. Когда они начали говорить, то даже те, кто вначале смеялся над ними, заметили, что они наполнены. Правда, им показалось не духом, а вином. Но так или иначе, все обратили внимание на необычную наполненность этих людей. Мы ничтожны, пустые люди по своей сути, и от нас нет никакой пользы, пока мы такими остаемся. Нам надо быть исполненными Святым Духом. Святой Дух всегда действует в таком порядке. Сначала исполняет человека, затем дает ему прорицать. О, если бы мы с вами были сейчас исполнены Святым Духом, исполнены, в тот момент они не были обессилены, опустошены, не были близки к смерти, как случается порой с нами. Исполнены, ни для чего другого в них не осталось места. Они были в такой мере объяты небесной силой, что для желаний плоти не осталось места. Страх был изгнан, все низменные мотивы забыты. Дух Божий, заполнивший их существо, вытеснил из них все постороннее. У них было много недостатков и слабостей, но в тот день, когда они были исполнены Духом Божьим, в них не было заметно ни одного порока и изъяна. Они стали другими людьми. Люди, наполненные Богом, прямая противоположность тем, кто наполнен собственным «я». Из полной церкви будет изливаться спасение народом, но никак не из пустой. В первую очередь мы, как церковь, жаждем исполнения Святым Духом.
Дар прорицания придет тогда сам собой. Следующим результатом было прорицание. Как только Дух Божий наполнил их, они начали говорить. Мне кажется, они начали говорить еще до того, как собралась толпа. Они ничего не могли с этим поделать. Внутренняя сила требовала высвобождения. Они должны были говорить. Когда Дух Божий действительно сходит на человека, то этот человек не ждет, пока соберется достаточно большая аудитория. Он начинает говорить при первом же удобном случае. Он обращается к одному человеку, или к двум, или к трем. Он обращается к кому угодно, ибо он должен говорить. Он переполнен и не может не дать выход тому, что внутри него. Когда Дух Божий исполняет человека, то говорит он так, чтобы можно было понять. Толпа слушателей состояла из людей разных национальностей. И наученные Духом, ученики говорили на наречиях тех стран, из которых были родом их слушатели. Это один из признаков прорицания Духом. Если вон тот мой друг будет проповедовать уличным торговцам научным языком, переполненным латинизмом, то, уверяю вас, Святой Дух не имеет к этому никакого отношения. Если брат, получивший высшее образование, наставляет свою церковь изощренными научными терминами, то он может указать на Цицерона и Демосфена, как на своих учителей, но пусть он не называет своим учителем Святого Духа, ибо он предпочитает совершенно иной стиль. Дух Божий говорит так, чтобы его слова были понятны. Толпа не только поняла, но она почувствовала. Проповедники в день Пятидесятницы использовали скальпели, поэтому их слушатели почувствовали боль в сердце. В английском тексте употребляется слово «пронзены» вместо «умилились». Истина ранила людей. В тот день было много пораженных Господом, ибо раны наносились в самое важное для жизнедеятельности место. Они не могли понять, что происходит. Им приходилось слышать проповеди раньше, но в этот раз происходило нечто необычное. Слова проповедников падали на слушателей, как огненный дождь, и одни слушатели кричали другому: «Что происходит?» Проповедники извергали огонь, бросая в сердца людей зажигательные снаряды, и люди дрогнули. Именно к таким результатам приводит присутствие Святого Духа, к полноте Духа в служении и в церкви, а также к огненному служению и к горячей церкви, проповедующей так, что ее слова понятны окружающим и проникают прямо в их сердца. Мы читаем, что сделался шум. Шум сильного несущего ветра достиг улицы. Далее мы видим, что собравшиеся люди пришли в большое смятение. Начался переполох, вызванный шумом сильного ветра. Все были поражены и озадачены. Одни пытались выяснить, что происходит, другие насмехались. И неудивительно, горел огонь. Огонь призван разделять. И этот огонь начал отделять драгоценное от ничтожного, как он всегда делает. Мы можем ожидать в начале любого истинного пробуждения какое-то движение среди людей, шум, переполох. Подобные события не в углу происходят. Города узнают о присутствии Бога, и толпы будут привлечены происходящим. Таковы непосредственные результаты чуда Пятидесятницы. А теперь я попрошу вас обратить внимание на следующую мысль. Что стало самым главным предметом проповеди людей, исполнившихся Святым Духом и начавших проповедовать огненным языком? Если Святой Дух наполнит наши церкви особой силой, о чем тогда будут проповедовать наши служители? Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. Их предметом были великие дела Божьи. О, пусть до самой смерти единственной темой моих проповедей будут великие дела Божьи. В первую очередь они говорили об искуплении, великом деле Бога. Проповедь Петра является прекрасным примером того, как они это делали. Он рассказал людям, что Иисус был Сыном Божьим, что они распяли и убили Его. Но Он пришел искупить их, и в Его драгоценной крови есть спасение. Он проповедовал искупление. В нашей стране будет раздаваться эхо той проповеди. Искупление, искупление, искупление драгоценной кровью. Это подходящее топливо для огня. Эта весть достойна того, чтобы ее нес на своих крыльях божественный ветер. Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Искупление – одно из величайших дел Божьих, о которых никогда не бывает лишним вспомнить. Они говорили еще об одном великом деле Бога – возрождении. В то время, когда зарождалось служение Словом,
проповедники не скрывали истину о роли Святого Духа в спасении. Они говорили об этом прямо. Апостол Петр сказал: «И получите дар Святого Духа». Проповедники в день Пятидесятницы говорили о роли Святого Духа, силы Святого Духа. Они открыто рассказывали об истинной причине обращения, покаяния, обновления, веры, святости, божественном Духе. Если Дух Божий вновь даст нам исполненное силой и огнем служение, то мы обязательно услышим: «Вам должно родиться свыше». Мы увидим людей, рожденных не от крови, не от хотения плоти, но от Бога, людей, рожденных силой, исходящей свыше. Они также открыто говорили о третьем великом деле Бога – прощении грехов. Эту мысль Петр постарался объяснить как можно доходчивее. После покаяния люди получат прощение грехов. Какое благословенное известие! Прощение для закоренелых преступников. Прощение, купленное кровью Христа. Прощение даром, полное прощение, которое никогда не отнимает даже у самых ничтожных людей. Если только они сложат оружие, прекратят бунт и падут у ног того, кто однажды был распят на древе. Если мы утверждаем, что находимся под водительством Бога, то должны постоянно проповедовать отцовское прощение для вернувшихся блудных сыновей. Можем ли принести людям более радостную весть? Именно это учение об искуплении, возрождении, прощении Святой Дух оживит в наших церквах, когда Он вновь будет действовать могущественно. Если вы хотите, дорогие братья и сестры, чтобы Святой Дух благословлял ваш труд, тогда постоянно возвещайте эти три истины, чтобы все люди услышали на своем языке о великих делах Божьих. В заключение я хочу сказать несколько слов о славных последствиях всех этих событий. И наберитесь терпения, если подробности покажутся вам утомительными. Результатом сошествия Святого Духа в виде ветра и огня, результатом исполнения учеников Духом, результатом их проповеди были, во-первых, пробуждение чувства слушателей. Возможно, никогда во всем мире люди не испытывали таких чувств, как в тот день в Иерусалимском после проповеди смертном человеке. В тот день вы могли бы увидеть самых разных людей, которые, слушая одну и ту же проповедь о великих делах Божьих, были тронуты до глубины души. Небесный ветер и огонь сопровождали речь апостола, поэтому она была неотразима. Мы читаем о том, что люди умилились сердцем. Ощущение довольно болезненное. Их враждебности была нанесена смертельная рана. Слово ранило самую суть человека. Оно пронзило его сердце. Увы, в наши дни люди приходят на богослужение слушать проповедь, а дома их спрашивают друзья: «Ну как тебе, проповедник?» Разве суть в том, чтобы дать оценку проповеднику? Какая вам польза от служителей Божьих, если вы так используете их труд? Неужели мы посланы для того, чтобы дать вам возможность поупражняться в критике? Невероятно, но факт. Многие люди убеждены, что мы актеры, которые развлекают их по выходным дням. А мои слушатели, если мы преданы нашему Богу, если мы преданы вам, то мы занимаемся намного более серьезным делом, чем вы думаете. Цель любой подлинной проповеди – поразить сердце. Мы стремимся развести сердце с грехом и обучить его Христу. Наше служение постигло неудача. На нем нет Божьей печати. Если наши слова не заставляют людей трепетать, не вызывают в них печали и не приводят вслед за этим ко Христу, заставляя их радоваться. Затем прозвучал серьезный вопрос. Они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи-братья?» Эмоции сами по себе бесполезны, если они не приводят к решительным действиям. Заставить человека что-то почувствовать хорошо, но это чувство должно быть таким, чтобы оно побуждало к немедленным действиям или, по крайней мере, заставило усиленно искать ответ на вопрос: что делать? О Дух Божий! Если ты почиешь на мне, люди не разойдутся после моей проповеди, забыв, о чем я говорил. Они встанут и будут искать Отца, вкуся Его любви. Если ты почиешь на всех братьях, провозглашающих Твое Слово, люди будут не только плакать во время проповеди и не только переживать, пока слушают, но они обязательно зададут вопрос: что нам делать, чтобы спастись? Это то, что нам нужно. Нам не нужны новые проповедники, нам нужно новое помазание Духа. Нам не нужны современные формы поклонения, нам нужен огонь Духа, ветер Духа, чтобы наше служение заставляло людей задавать один вопрос: что нам делать, чтобы спастись?
Затем было великое приятие слова. Мы видим, что люди с радостью приняли слово и сделали это дважды, покаявшись и уверовав. Во-первых, они сделали это, когда Петр призвал их к покаянию. Они умилились сердцем, почувствовали угрызение совести, осознав, что сделали с Иисусом. Они опечалились ради Бога и оставили свои грехи. Во-вторых, уверовали в того, которого пронзили, и в ту же минуту приняли его как Спасителя, отбросив всякие сомнения. Они доверились тому, кого Бог сделал умилостивлением за грехи. Покаяние и вера являются полным принятием Христа, и они сделали и то, и другое. Почему бы нам не увидеть те же последствия проповеди и в наши дни? Нам будет дано по вере нашей. Но что дальше? Конечно же, они тут же были крещены. Покаявшись и уверовав, они сделали следующий шаг. Исповедовали свою веру. Они решили не откладывать ни на один день. Да и к чему было откладывать? Им были готовы помочь все собранные, верные, было готово заняться святым служением. В тот же день тысячи человек были крещены во имя Отца и Сына и Святого Духа. Если бы Святой Дух в полноте присутствовал с нами, нам бы никогда не пришлось жаловаться на то, что уверовавшие не исповедуют свою веру, ибо они желали бы без промедления исповедать имя Спасителя, так как Он это заповедал. Нежелание принимать крещение нередко вызвано боязнью преследований, сомнениями, любовью к легкой жизни, гордостью или непослушанием. Но все эти препятствия исчезают, когда небесный ветер и огонь делают свое святое дело. Греховная работа, робкость испаряется вместе с греховным стыдом, исповедать имя Христа, и пропадают все колебания и сомнения, когда Святой Дух являет свою силу. Кроме того, было не только немедленное исповедание. Святой Дух также дал великое постоянство в вере. Они постоянно пребывали в учении апостолов. Мы видели немало пробуждений человеческого происхождения и их результаты, к сожалению, не вызывают ничего, кроме чувства разочарования. Под влиянием сиюминутных эмоций люди формально обращались. Но что с ними происходило чуть позже? К моему великому сожалению, я вынужден сказать, что во время так называемых пробуждений было посеяно много, но пожато мало. Надежды и ожидания были просто сказочными, но реальные результаты оказались больше похожими на утренний туман, рассеявшийся к середине дня. Но там, где истинно Дух Божий действует, обращенные крепко стоят на ногах, они утверждены и укоренены, и поэтому не колеблются ни при каком дуновении ветра лжеучения, неотступно держатся апостольского учения. Мы также замечаем поклонение Богу, ибо верующие пребывали не только в учении апостолов, но также в молитве, в преломлении хлеба и в общении. В те дни было несложно организовать молитвенное собрание. Не было трудностей с тем, чтобы ежедневно преломлять хлеб. В святом общении не было недостатка, ибо Дух Божий был среди них, и новый образ жизни был близок им. Если бы мы могли пригласить такого-то проповедника или такого-то евангелиста, то дела бы пошли на поправку. Скажет кто-нибудь: братья, если у вас был Святой Дух, то у вас было бы и все остальное, благодаря Его присутствию, ибо в Нем совокупность всех благ. Вместе с тем люди стали удивительно щедрыми. Собрать деньги было нетрудно. Река щедрости буквально выходила из берегов. Верующие собирали все, что у них было в общий котел. Тогда действительно считали, что серебро и золото принадлежит Господу. Когда могущественно действует Дух Божий, тогда не надо убеждать людей жертвовать на нужды вдов и сирот или долго молиться о миссионерских нивах, которые пустуют из-за того, что нет денег послать миссионеров. Когда сходит Дух Божий, когда те, у кого есть мнение, имение, отдают его своему Господу, те, у кого немного средств, богатеют, жертвуя немногое, а те, кто богат, становятся счастливыми, расставаясь со своим богатством. Нет никакой необходимости ставить ящик для сбора денег на самом видном месте. Если люди слышат шум сильного несущегося ветра, а их сердца горят любовью. Я также хочу обратить внимание на постоянную радость. Принимали пищу, веселье,
Они радовались не только во время проповедей или на молитвенном собрании, но радовались за завтраком и ужином. Каждый раз, когда они собирались вокруг стола, они буквально пели. Иерусалим превратился в самый веселый город в мире, когда его посетил Дух Божий. Ученики пели с утра до вечера, и вне всяких сомнений посторонние спрашивали, что происходит. Посещаемость храма выросла, как никогда. Улицы Иерусалима давно не слышали столько песен. Люди были исполнены радостью, и это проявлялось в прославлении Бога. Я уверен, что на богослужениях они не могли удержаться от возгласов «Слава! Аллилуйя!». Поэтому стоит ли удивляться, что благочинию пришлось уносить ноги. Они были так рады, находились в таком приподнятом настроении, что были готовы прыгать от радости. Конечно, сейчас мы не выкрикиваем посреди собрания «Аминь» или «Слава». Мы настолько застыли в своем правильном поведении, что никогда не прерываем богослужение, каким бы то ни было способом. Возможно, это объясняется тем, что мы не так рады, мы не так исполнены желания прославлять Бога, как те первые христиане. Увы, мы во многом лишены присутствия Духа Божьего, а вместе с Ним нас покинули радость и веселье. Сонливость стала для нас добродетелью. Мы собираем увядшие лепестки благочиния, вместо того, чтобы срезать пальмовые ветви прославления Бога. Да пошлет нам Бог время славного беспорядка. О, как нам нужен ветер, который разбудит морскую гладь, порвет цепь якоря, после которого тихо пристроились наши тяжелые на подъем братья. Что касается нас, маленьких шлюпок, мы готовы мчаться на крыльях бури, если это приблизит нас к желанному небу. О, да сойдет на нас вновь огонь, огонь, который воспламенит самое бесстрастное человека в мире. Это лучшее средство от равнодушия, когда на сердце человека изливается огненный дождь. Он не может не заменить этого, и когда Слово Божье проникает в самую его душу, он уже не может находиться в стороне. И пусть этот огонь сойдет на учеников, а затем на всех вокруг. И, наконец, церковь ежедневно росла. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Обращение людей к Богу не прекращалось. Новые члены присоединялись к церкви не раз в год, а каждый день. Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось. О Дух Божий, Ты желаешь действовать среди нас так же, как Ты действовал тогда. Не замедли, мы молим Тебя, начни свое дело уже сейчас. Устрани все препятствия, которые мешают проявлению Твоего могущества. Измени все, о священный ветер, поглоти все, что стоит на пути, о небесный огонь, и пошли нам сейчас огонь в сердца и огненные языки проповедовать Твое слово примирение. Во имя Христа. Аминь.